Всем привет! Все уже знают, что официальная премьера флагманской однокристальной системы от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 2, состоится уже примерно, плюс-минус через месяц. Но уже сейчас в сети имеется тест одного очень долгожданного смартфона в кроссплатформенной утилити Geekbench. Samsung Galaxy S23. Также сегодня очень авторитетный и уважаемый инсайдер Йогеш Брар опубликовал перечень почти всех характеристик данного смартфона. А этому человеку можно верить. Напоминаю, он первым сообщил технические характеристики таких смартфонов, как Redmi A1, Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Показал вживую, что немаловажно, IQ Z6 Lite 5G, а это был тогда первый в мире телефон на Snapdragon 4 Gen 1 и многое другое. Некоторые люди после этих утечек про Samsung Galaxy S23 не сильно понимают, как такая уважаемая компания, как Samsung, может назвать такой смартфон флагманом нового поколения. Итак, давайте разберемся. Основные фишки смартфона Samsung Galaxy S23 — это мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, отличный супер AMOLED дисплей с диагональю 6,1 дюйма, основная камера с датчиком разрешением на 50 мегапикселей, Android 13 с интерфейсом One UI 5.0 и с коробки аккумулятор емкостью 3900 мАч и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Первое, на чем стоит остановиться, это, конечно же, дисплей Samsung Galaxy S23. Смартфону приписан экран Super AMOLED с диагональю 6,1 дюйма, разрешением Full HD+, и кадровой частотой 120 Гц. Минус этого экрана, на мой субъективный взгляд, ровно один. Он, можно сказать, мелковат. И если у вас не стопроцентное зрение, то придется, прям уж таки вглядываться. Будет замечательный режим Audio. Это когда вы видите на заблокированном экране уведомления и можете быстро перейти к ним. Для многих людей Super AMOLED дисплей — это, конечно же, большой минус. Но стоит отметить, что есть множество плюсов. Основной — это насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED экраном. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, в отличие от матрицы IPS. Также на экране мы получим всего-то 10-мегапиксельную фронтальную камеру. Но, как мы знаем, мегапиксели сейчас не столь важны. То есть все идет к тому, что мы не увидим 100-мегапиксельную фронтальную камеру. Вернемся к бенчмарку. Протестировали там смартфон с каталожным номером SM-S911U. Под этим обозначением скрывается один из вариантов именно Galaxy S23. Процессор Snapdragon 8 Gen 2 будет иметь 8-ядерную конфигурацию с главным ядром Cortex X3. Также здесь будут два ядра Cortex A720 и два ядра Cortex A710 и 3 эффективных Cortex A510. В качестве графического ускорителя выступает Adreno 740. По сравнению со Snapdragon 8 Plus Gen 1, новая однокристальная система Snapdragon 8 Gen 2 предложит повышенную на 20% производительность процессора. А вот производительность графического процессора также должна вырасти на 20%. А производительность систем, связанных с искусственным интеллектом, увеличится на 50%. Кроме того, новая платформа обеспечит значительное улучшение при обработке изображений. Следовательно, это очень мощный и производительный процессор. Никто не станет это отрицать, потому что Snapdragon 8 Gen 2 это самый топовый, лучший процессор на данный момент, который скоро выйдет. Основная камера будет иметь всего лишь 3 датчика. Главный получит разрешение 50 мегапикселей с ISO. И вспомогательный выступит на 12 с сверхширокоугольным объективом и 10 с телеобъективом мегапикселей. Объем ОЗУ составит 8 гигабайт, флеш-памяти 128 либо 256 гигабайт. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопители в режим сна. Также накопитель может информировать
активировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. В качестве операционной системы выступит Android 13 с интерфейсом One UI 5.0 из коробки, что немаловажно. Тут мы получим переработанный экран блокировки с дополнительными функциями персонализации. То есть все продумано, все на высшем уровне. Пользователь сможет настраивать не только цветовое оформление, циферблат и обои, но и устанавливать заставку в виде короткого видеоролика. То есть очень интересная фишка. Также новая версия операционной системы позволяет настраивать различные сценарии использования смартфонов. Это я вам сейчас перечислил только основные нововведения данной операционной системы. Емкость аккумулятора составит всего лишь 3900 мАч. Будет поддержка маленькой, на мой взгляд, беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Мгновенно можно зарядить свой Galaxy с помощью супер быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Да. И повысить общую производительность аккумулятора с адаптивным энергосбережением. То есть уже только на 25 Вт зарядки мы получаем во флагманах. Имеется функция Game Booster, которая отслеживает ваши игровые шаблоны для оптимизации времени автономной работы, температуры и памяти вашего устройства, а также блокирует фоновые действия и уведомления, чтобы вы не теряли концентрацию. Если взять все перечисленные параметры, то они выглядят совершенно не по-флагмански. Первое, что хочется отметить, ребята, это то, что данный смартфон, конечно же, получит очень мощный процессор. Конечно же, любой смартфон, который получит данный процессор, можно считать флагманом. Но вы должны понимать, что, конечно же, такая маленькая аккумуляторная батарея не сможет вам показать очень хороший результат. Почему? Потому что процессор мощный, и он будет жрать очень и очень быстро емкость аккумуляторной батареи. То есть моментально зашли вы в игру, поиграли, например, 3 часа, вуаля, у вас села аккумуляторная батарея в ноль. Вот такие дела мы получим. Но самое главное, что смартфон будет мощный. Конечно же, он будет себя показывать очень и очень хорошо при съемке видео, при съемке фотографий и так далее. То есть это действительно очень и очень хорошее решение для съемки видео, потому что у меня все полностью смартфоны сейчас это именно от компании Samsung, флагманы. Для чего? Для съемки видео. То есть сейчас даже я снимаю на смартфон Samsung Galaxy S21 Fan Edition, потому что он предоставляет очень и очень крутые снимки, крутое видео и так далее. То есть действительно гаджеты от компании Samsung очень и очень сбалансированы. Почему решили установить такую маленькую аккумуляторную батарею? Потому что телефон должен выглядеть элегантно. И это очень важно, потому что все смартфоны от компании Apple сейчас, да, тоже получают не сильно большую аккумуляторную батарею, но они выглядят очень и очень круто. Так и компания Samsung думает сделать вот такой хитрый шаг. Вот такой смартфон получился у компании Samsung. Кому понравилось видео, ставь лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!